Недорогие беспроводные наушники, настоящие беспроводные, с 10-миллиметровыми динамическими драйверами. Разумеется, затычки а-ля вакуумные, звучание которых порадует многих. На борту также есть мультипоинт, что очень круто, игровой режим для комфортной игры на смартфоне. Плюсом идет привлекательный дизайн самих наушников, качественные материалы, как и нормальная сборка. Сенсорная панель с большим набором тапов, отличное фирменное приложение для детальной настройки, водонепроницаемость класса IPX4, наушники Realme Diza Buds Z. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И в очередной раз вы видите по моему лицу, у нас сегодня будет беспроводные наушники, притом не чьи-то там, а бренда от BBK. Realme Diza Buds Z в ужасном внешнем состоянии, то есть, учитывая упаковку, ничего не помогло. Realme Touch Live. Смотрим, что они нам предлагают. 10-миллиметровый динамический драйвер, ура, 88 миллисекунд задержка. Мы ее в идеале не увидим, но мы все равно ее увидим. Это маркетинг. 16 часов автономности батареи, об этом мы обязательно узнаем и проверим. Вес 3,7 грамма у одного наушника. Bluetooth уже древней версии 5.0, не супер древний, но уже и не новый. Вот все, что они нам рассказали в упаковке. На упаковке также указано, что защита от влаги IPX4, это значит легкий дождик, и это предел. По большому счету можно дальше обзор не смотреть, бежать и покупать. Сарказм это все, попытка пошутить. Почему? Потому что Diza стоит дешево. Diza я всегда советую. Если бы я увидел этот бокс, сразу спойлер, вот он матовый, я бы сказал, он стоит минимум эти уши 1002-3. Они не стоят 2-3 тысячи. И это очень круто. Документация ура! На английском языке. Сразу в документации смотрим, что для того, чтобы опять же подключились они, достаточно открыть крышку, подключить через Bluetooth то, что мы увидим в поиске. Потом нам рассказывают, что Touch Control может нам ставить на плей-паузу музыку, отвечать на звонок, сбрасывать звонок. Тройное нажатие, переключение на следующую песню, включение и выключение игрового режима. Что можно сразу сказать? Они постарались. Diza кабель с маркировочкой. Это не самый топ, что я видел, но во всяком случае они постарались, и мы понимаем, что это не Anker, не знаю, там, Samsung, Sony или еще что-то. Это Diza. Две пары сменных амбушюр по ушам. Они попытались скопипастить то, что сделали с Vivo. То есть градиент, который не является особо и пошлым. Наверное, мы просто к нему привыкли. Следующий момент. Вставляем это все дело в уши. По комфорту со стоком, я еще раз повторяю, мне чаще всего подходит M. Это дело подходит. Странные формы. Сетка, к сожалению, не металлическая, а силиконовая. И сборка мне нравится. Смотрим. Минимум 5 обзоров в неделю выгружаю, чаще 7. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодом Минали. К слову, как раз сейл начался. Именно сегодня. Так что смотрим промики, примеряем. Хотя курс конкретно не радует. Во всяком случае в России. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам об очень интересных беспроводных наушниках Realme Diza Buds Z. И они не имеют ничего общего с OnePlus Buds Z. Сколько всяких этих Z мы уже видели, правда? Полетели. В продаже есть 3 варианта расцветки. Это черный, белый и мятно-зеленый. Зарядный кейс изготовлен из матового пластика, форма овальная. Габариты небольшие, 64 на 51 на 23 мм. Вес без наушников всего 36 граммов. Тактильно это, конечно, не софт-тач, но тоже неплохо. Из рук выскальзывают, отпечатки не собирают, что не могу сказать о царапинах, так как царапины на нем появляются максимально быстро. Сборка меня порадовала. На корпусе мы имеем разъем для зарядки USB Type-C. С фронта есть логотип компании и индикатор заряда аккумулятора самого бокса. Крышка открывается одной рукой легко, небольшой люфт есть только в закрытом положении. Также она фиксируется в открытом положении, что немаловажно. Далее, внутри кейса матовая поверхность с горизонтальными глянцевыми местами под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, а также есть краткая информация мелким шрифтом. Наушники в боксе гуляют. Если перевернуть кейс, наушники остаются на своих местах, но магниты, удерживающие наушники, слабенькие, так как при незначительной тряске они вылетают. Хлопок при закрытии крышки приятный, емкость аккумулятора на официальном сайте указана в 380 мАч, а в краткой информации внутри кейса 400 мАч. Полный цикл зарядки занял у меня 1 час 27 минут, беспроводной зарядки нет, разумеется, за такие-то деньги. Перезарядить наушники от кейса
можно полных 4 раза. Саморазряд у кейса лично я не наблюдал, что хорошо. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого пластика и панелью, которая изготовлена из 4 светоотражающих слоев. На ней же находится сенсорная область. Дизайн привлекательный, но материал очень маркий и вдобавок хорошо собирает пыль. Габариты 29 на 20 на 24 мм по самым объемным частям. Вес одного наушника составляет 3,7 грамма, а двоих 7,5 граммов. Посадка в ухе комфортная, они слегка выпирают и при длительной носке уши не устают. При занятии спортом из ушей не выпадают. Достать из бокса трудностей практически нет, только нужно наловчиться, чтобы пальцы не соскальзывали из-за глянца. Звуковод овальной формы, небольших размеров 3 на 6 на 5 мм. Металлической сетки, к сожалению, нет. Даже пластмассовой нет. Эту сетку повредить легче простого. На корпусе 2 углубленных контакта для зарядки, которые постоянно загрязняются, микрофоны, компенсационные отверстия и сенсорная панель. Из тапов на борту воспроизведение паузы, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение-выключение игрового режима с низкими задержками, 88 миллисекунд по заявлению производителя, опять же в лабораторных условиях, и логично этому верить, так себе, потом расскажу. Одиночного тапа нет, что хорошо, на тапы откликается отлично. Сенсоров приближения не завезли, это к большому моему сожалению. Оснащены наушники 10-миллиметровыми динамическими драйверами, диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Шумоподавления ANC, то есть активного шумодава, нет, как и нет режима прозрачности. С другой стороны, пассивный шумодав при правильном подборе амбушюр более чем неплохой. Заряд наушников в шторке виден, и в настройках Bluetooth, как и в приложении, заряд убывает шагом в 10%. По одному наушники работают, подключаются бесшовно. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинт, так скажем, есть удержанием сенсорной панели. Наушники переключаться между двумя устройствами могут. Анимация на OnePlus 9 Pro, Samsung S21 и Xiaomi 11T отсутствует. Емкость аккумулятора одного наушника 43 мАч. Полный цикл зарядки 33 минуты. Отыграли на 100% громкости по кодеку SBC у меня 4 часа 5 минут. И это неплохо. На 50% громкости по кодеку SBC их хватило на 6 часов 2 минуты. И это совсем хорошо. Громкости мне хватает. Быстрая зарядка есть, и за 10 минут в боксе набегает 20% заряда, что вам даст 1 час 17 минут воспроизведения музыки на 50% громкости по кодеку SBC. Защита от пыли и брызг есть, но она у наушников только IPX4. Скромненько. Купать их нельзя, я же искупал их в проточной воде, и с ними ничего в этом коротком периоде времени не произошло. Не советую повторять данную процедуру, так как данный стандарт защиты не позволяет погружать наушники в воду. Далее, для удобного использования нужно установить приложение Realme Link, которое большинство из вас уже знает. Доступно оно как на Android, так и на iOS-системах. В приложении настроек для данных наушников по минимуму, но, как по мне, есть все, что нужно, а именно переключение между звуковыми эффектами, это Bass Boost Plus, баланс и четкий. Далее есть возможность еще больше увеличить громкость на самих наушников. Я данной функцией не пользовался, так как мне лично с головой хватает стоковой громкости. Также можно включить-выключить игровой режим, автоответ на вызов после извлечения из бокса присутствует, и настройка тапов тоже есть. Заряд наушников по отдельности отображается, но не кейса. Это фейл, и индикатор, который находится на самом боксе, не особо-то мне и помогает. Обновить прошивку можно, но мне обновления не прилетали на данный момент. Bluetooth не самой новой версии 5.0, хотелось бы, конечно, 5.2. Из кодеков только SBC, через одну стену отваливались, и фризы в помещении появляются на расстоянии 4 метров от устройства, с которыми они в паре. Задержки на YouTube незаметны. В играх задержки с включенным игровым режимом на слух не особо ощутимы, играть комфортно. Примеры вы сейчас услышите и увидите на экране.
Микрофоны с шумоподавлением ENC, что аналог CVC. Окружающие шумы давят, голос не сильно искажают и в целом отрабатывают неплохо. Примеры вы сейчас опять же услышите. И барабанная дробь, пример работы микрофонов Diza Buds Z. Diza это Realme, Realme это BBK. Вот сейчас вы слышите, как я, если разговариваю в машине, рядом с машиной, в шапке. Если без шапки примерно так, вряд ли вы без шапки будете ходить в мороз ночью. Памурина. Памурина вообще не надо ходить ночью. Но я не про это хочу рассказать. Хочу рассказать про то, что в принципе Realme делает всегда примерно одно и то же. Где-то что-то как-то улучшает. По поводу наушников даже все аудиофилы, если вы обратите внимание на YouTube, скорее всего, если вы интересуетесь ТВС-ками, True Wireless Sound ушами, даже аудиофилы уже начинают говорить, что да, ТВС-ки начали нормально звучать. Они уже давно нормально звучат, стоят они недорого. И то, что, опять же, шведское, какое-нибудь там норвежское, то, что и так делается в Китае, в принципе, производится в Китае, продается потом у нас здесь за космос деньги в ритейле, по большому счету не всегда выигрывает вот у такого формата наушников, потому что это делают очень крупные китайские бренды, это дело уже очень хорошо откликается на эквалайзер, у них комфортный внешний вид, и что вакуумные наушники, вот затычки, что вкладыши делают уже, я считаю, с умом. Особенно вот такие мега-мега бренды. Почему? Потому что им хочется, чтобы вы их покупали. А уши, к сожалению, как и телефоны, нужно менять. То есть аккумуляторы мы здесь не поменяем, год-полтора мы приходим заново брать. И заново мы будем в основном приобретать что? Правильно, то, что уже использовали и нам понравилось, но чуть-чуть дороже. В целом, Realme по микрофонам вам теперь понятен. Что-то полезное, надеюсь, вам помимо обзора донес. И вот так. Звучание. На 100% громкости каша небольшая есть. Запас громкости есть и хороший. Даже без включенного режима увеличения громкости. Но спасибо, что, конечно, предоставили такую функцию. Бас плотный и весьма хороший. Но если кому-то его будет не хватать, напомню, что есть режим Bass Boost Plus. Звучание сбалансированное. Для своей цены они играют на удивление хорошо. Средние и высокие на своих местах. Ничто никуда не заползает. Инструментал отыгрывают отлично. Бас глубокий, средний бас в наличии. Я бы сказал, что он даже какими-то местами раскатистый. Но руками все равно придется в эквалайзере поработать. Жаль, не в стоковой программе. Его здесь нет. Звучание в данных наушниках по мне самый жирный плюс. Так что надеюсь, вы когда-нибудь их где-нибудь послушаете. Из минусов: нет сенсоров приближения, старенькая версия Bluetooth. Довольно на коротком расстоянии они начинают терять связь. Малый набор кодеков. Поверхность кейса сильно дешевит его, хотя сборка, да и в общем кейс мне понравился как и уши. Также могу перечислять долго и нудно о том, что нет шумоподавления ANC, нет режима прозрачности, не особо фонтанная защита от влаги, нет эквалайзера в приложении, нет беспроводной зарядки, но не в этом случае, так как ценник здесь более чем приятный, и стоят они $26 по ссылке в описании к видео и без всяких промиков, а сейчас еще идет сейл. Я не знаю, наверное, за 19 реально будет купить, так что смотрим телеграм-канал со скидками, берем промокоды и не обязательно их покупаем, а вообще выбираем, что вам нужно. Но опять же, я не знаю, какой будет курс, потому что то, что творится сейчас с моей национальной валютой, меня не особо радует и настраивает на позитивный лад, думаю, как и вас. Резюмирую, за свои деньги это отличный вариант. Звучание порадовало. Да, нет некоторого функционала, к которому я привык за время использования более дорогих наушников, но в этих ушах по факту есть все необходимое. Мультипоинт за такую цену — это вообще просто космос. Если вам нравится данная расцветка сенсорной панели и вы готовы смириться с тем, что бокс за сутки потеряет свой презентабельный вид, то советую однозначно. Повторяю, звук в данных ушах шикарен, учитывая стоимость, да и без учета стоимости. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, смотрите на канале просто море новинок телефонов. Motorola S30, Motorola X30, Xiaomi 12, 12 Pro, скоро будет X12, Redmi Note 11s, Redmi Note 11, притом глобальной версии, китайские, понятно, я давным-давно тестировал. И в перспективе еще много всего, и наушников тоже. Поэтому смотрим еще лайв-канал, там примеры работы камеры из Доминиканы, как Huawei P50 Pro, так и Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro и Motorola X30. Поймете, на что они способны. К сожалению, не намного, но большинство так и снимает в условиях серьезной освещенности. Девайсу однозначно от меня да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.